Я сейчас нахожусь в Праге. Это город, где построен самый короткий дом в мире. Длиной всего лишь 200 сантиметров. Это город, где построен единственный в мире танцующий дом. Ходит слух, что Адольф Гитлер запретил сбрасывать бомбы на Прагу, потому что она была слишком красивая. Ну вот тебе и украинцы. Кстати, интересный факт. Пражское метро самое глубокое метро в Европе. Сейчас мы едем на самую короткую улицу в мире. Как много самых. Вот начинается ее начало. Вот такие вот маленькие домики. И вот уже конец. 26 метров. Еще я сказал, что в Праге находится самый узкий дом в мире. Его длина всего лишь 200 сантиметров. Собственно, вот он. Не думаю, что он, конечно, жилой, но ради прикола можно дернуть. Но тут закрыто. Сама по себе улочка смотрится прям романтичненько. Вот эта улица мне очень нравится. Смотрите, как красиво. И Мерседес хорошо вписывается. Вау, нет, ну это прям очень круто. Ну согласитесь, это улица. Смотрите, что еще там дальше. Теперь я понимаю, это всего лишь слух, но мне кажется, что правда Гитлер не хотел сбрасывать сюда бомбы. Смотри, на папу улыбайся. Покажи. Красавчик. Люди, у которых нету Google Maps. Это шутка. Плохая шутка. Примерно 2 часа спустя. Смотрите, что я тут нашел. Получается, идешь, вот тут можно вот так вот помыть ручки, все такое. А вот тут... Нихуя себе, блядь! Не очень-то и хотелось. Итак, давайте вот по-быстрому покажу номер. Получается, вот вход на 3-й этаж, хотя это написано, что 3-й, но по факту это 5-й. И вот вход в комнату. Беленькие кроватки, все так красиво. Водичка. Шикарные светильники. Ну, если вы не поняли. Шикарные светильники. Олень. Рамка большое. Зеркало. Мазафака. И вид из окна. Мы заселились в отель и отправляемся в самое сладкое место. Кстати, этим часам 600 лет. Вот так вот. Магазин матрешек с Ukrainian Flag. К слову, за все время пребывания в Праге я увидел около 120 украинских флагов. Кстати, одно из мест, которое я хотел посетить, это Candy Miners. Все сделано в стиле шахт. Это магазин сладостей. Когда ты заходишь внутрь, то здесь все сделано в стиле шахты. Конфетки в виде камушков. Вагончики, так пахнет уже прикольно вкусно. Посмотрите, сколько тут всего. Какие-то орешки. И запахло орешками, прикольно. Водичка течет. Вау, прям классно. Смотрите, так вкусно смотрится это все. Что-то шоколадное, прям чувствую. По ощущениям, что-то шоколадное. Кирилл, ты хочешь конфетки?
Хочу вот такие. Оденешь? Это теннисный мячик. Кстати, очень сладкий. Но я не знаю, не кислый, я думал, кислый будет. Всего пару мгновений спустя. Ой, не, я раскусил кисло. А сейчас мы идем к самому непропорциональному зданию. Вот парни купили новую обувь, переобуваются. Выглядит файно. Смотрите, какие классные кроссовки. Стоят 2600 крон. Не, ну, типа нормально. Так, в принципе, обычно и стоят кроссовки. Матвей, ты меня душишь. Ой! Осторожно, велосипед. Кстати, а вот тот Макдональдс, где... В общем, мы в этом же месте. Да, такое тоже бывает. Вон котик сидит, выглядывает. А вон прикольный у кого-то балкон очень. Я вам говорил, что в Праге есть единственный в мире кривой дом. Кривой его, слава богу, сделали специально. Сейчас покажу. А вот выглядит он примерно вот так. Там наверху даже люди вон сидят. Здесь можно снять помещение для своего офиса, а на самом верху кто-то устроил бар. Я еще так стал посередине улицы, просто чисто надеялся, что меня не собьют. Теперь я направляюсь в место, которое я хотел посетить больше всего. А вот смотрите, как круто. Это остров, получается, на нем одно здание и детская площадка. Он соединяется с рестораном и еще одним мостиком. Прикольно смотрится. Или, как бы я сказал на английском, have a nice look. Ребята, кстати, не стесняются совершенно. Сейчас идет какой-то чувак на украинском, ходит материться, говорит: там еще наши пидорасы. Кого он там пидорасами называет, я не знаю. По-моему, в Праге теперь больше украинцев, чем чехов. На площадках, на улицах, везде они. Смотрите, это здание на вот этом острове. Какой-то Людовит Иван Франко. Выступал тут с промовою. Короче, выступал Иван Франко. Если вы не знаете, Иван Франко — это, по-моему, писатель украинский старый. Он здесь выступал с речью типа о прогрессии славянской молодежи. Кстати, смотрите, видите номер этого фонаря? У каждого фонаря в Праге есть свой номер. Для чего это сделано? Чтобы если вдруг тебе станет плохо в парке, там, например, чтобы долго не выяснять, где ты можешь найти ближайший фонарь, вот, типа такого, да? Сказать этот номер оператору в больнице, и они вышлют машину на этот фонарь. Ну, смотрите, шашлык. Ну, в смысле, не помню, как называется. А вот, типа, объявление: не принимают 1000 рублей, фунты. Короче, не принимают рубли и почему-то фунты. Написано Hands of Ukraine, Путин. Следующее место, где я хотел побывать, это Ice Pub. Проблема в том, что я немножко опоздал, и его закрыли. Завтра схожу. Доброе утро, ребята. Сейчас 11 утра, я жду, когда откроется этот бар. Тем временем, посмотрите, сколько туристов тут. Тем временем я сейчас на Карловом мосту. А вы знаете вообще, что это значит? Если кто-то из вас не шарит, то, между прочим, здесь снимали Человека-паука вдали от дома. Обалдеть, вот это красота. Пойдемте дальше. Смотрите, тут какие-то волны идут, что-то строят. Смотрите, с каждой стороны идет памятник. Вот некоторые из них только реставрируются. Ой, гляньте, что я вижу. Ukrainian flag. Почему вообще Человека-паука снимали в Праге? Это единственное место в Европе, где он был. Все остальное — это кинематографические эффекты. Во-первых, потому что в Праге действительно много красивых мест. А во-вторых, потому что группа, которая должна была приезжать снимать сюда фильм, собиралась... Смотрите, какой памятник, как он классно светится прям. Которая должна была приехать сюда снимать фильм, должна была потратить 250 миллионов крон. Но оказалось, что правительство Праги возвращает 20% всем группам, всяким фильмам, которые приезжают сюда снимать их. Ребята, которые решили снимать здесь фильм, словили просто двойной карт-бланш.
бар, в который я вчера захотел сходить. Korun je tam jeden drink zdarma a dovnitř spouštíme vždycky o půl a celou na 20 minut. А йому можна? Йому 17. Може? Или пойти с тобой? Я не знаю. Ну пошли. Tak dvakrát? Tak 500 poprosím. Угу, дякую. Ой, холодно. Штаны. Открывай. У меня ноги мерзнут. Примерзает холод. Ты такое мокрое? Потрогай. Тут уже кто-то руку отгрыз. А сейчас Не примерз. всего 150, а там? Нет. Не, йому не. Ого. Hey, this is Peter. На свой. Все, можем ходить, мне холодно. А, без штанов что-то грустно. Я думал, что я приду просто, выпью стаканчик, уйду. А тут надо еще 8 минут пробыть. Ну, прикольно. В итоге вышли чуть раньше, на Шладанал. В итоге вышли чуть раньше. Чисто за 3 минуты по 250 крон с человека. Прикольно, но больше не хочу. Вот такой получился влог из Праги, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.